Декарт сказал: «Мыслю, значит, существую». Хорошо, а теперь сделай наоборот. Останови мысль хоть на секунду и попробуй найти того, кто остается, когда мысли исчезают. Мы живем так, будто внутри нас есть наблюдатель. Настоящее «я», сидящее за мыслями, эмоциями, решениями. Но вот что странно. Ни одна наука никогда не смогла его найти. Она ловит процессы, она фиксирует сигналы, но не того, кто их переживает. Каждый из нас уверен, что знает себя. Я — это мои воспоминания, характер, опыт. Но что, если все это просто удобная маска? Что, если твое «я» совсем не то, чем кажется? И если то, что делает тебя тобой, вообще не находится внутри тебя? По крайней мере, не там, где ты привык это искать. Ученый Роджер Пенроуз однажды сказал фразу, которая выбила из колеи даже тех, кто работает с космосом и квантами. Мы понимаем Вселенную лучше, чем собственное сознание. И это сказал человек, получивший Нобелевскую премию за объяснение того, как устроено пространство-время. Почему главный инструмент, которым мы познаем мир, остается самым туманным объектом во всей науке? И вот здесь начинается самое странное, потому что объяснений сознания сотни. От мозга — это биокомпьютер, до сознания — фундаментальная структура Вселенной. От мысли мы просто химические реакции, до идеи мы квантовые процессоры за пределами материи. И каждое объяснение звучит так, будто оно может быть правдой. Но истинным может быть только одно, а самое пугающее — мы даже не знаем, в каком направлении оно. И чтобы понять, кто ты на самом деле, нам придется пройти через мистику, культуру, квантовую физику, нейробиологию и даже через сознание животных. И знаешь что? Чем дальше, тем больше вопросов и тем меньше уверенности, что ты — это ты. Потому что, возможно, то, что ты считаешь собой, лишь маленькая часть чего-то гораздо большего. Попробуй сделать одну простую вещь. Скажи про себя «я думаю». Теперь прислушайся. Кто это сказал? Кто формулирует эту фразу у тебя в голове? Ученые называют это иллюзией авторства. Ощущение, будто мысли рождаются тобой, хотя они просто появляются, и ты лишь становишься их свидетелем. Когда я впервые увидел исследование нейробиолога Бенджамина Либбета, меня передернуло. Он обнаружил, что мозг принимает решения за доли секунды до того, как человек осознает, что он принял. То есть мозг действует раньше, чем твое «я» успевает сказать: «Это мой выбор». Понимаешь, что это значит? Официально твой «я» опаздывает. Ты не автор, ты комментатор. Ты вступаешь в игру уже после того, как ход сделан. Но здесь есть важный момент. Когда люди услышали это исследование, они решили: ну все, свободы воли нет, сознание — симуляция. Но это слишком примитивное чтение. За последние 20 лет накопились данные, которые усложняют картину. Мозг может готовить варианты действий заранее, но участие сознания все равно меняет их вероятность, усиливает или ослабляет импульсы, поднимает одни решения и подавляет другие. То есть роль «я» не исчезает, она просто не такая, как мы о ней думали. И тут возникает странный вопрос. Если мозг не единственный источник твоих решений, значит ли это, что сознание — это что-то большее, чем биология? Или это просто другой уровень, надстраивающийся над биологией, как режиссер над сценой? Некоторые культуры считали, что человек — это не тело и не мозг, а нечто наблюдающее за всем происходящим. От буддистских концепций свидетеля до суфийских идей о внутреннем смотрящем. И что удивительно, если снять с этих идей мистическую обертку, они странно совпадают с современными теориями о моделировании реальности мозгом и метауровнях восприятия. И если это правда, значит твое «я» — это модель. Но тогда возникает главный вопрос: кто смотрит на эту модель? Ты удивишься, но идея о том, что внутри тебя сидит маленький ты, который управляет телом и принимает решения, это не открытие науки. Это культурный миф, который просто эволюционировал вместе с обществом. В древности люди верили, что душа живет в груди, потом, что она дышит вместе с человеком, позже, что личность сидит в сердце, сегодня, что скрыто в мозге, как в неком тронном зале. Но ни одна из этих картинок никогда не была подтверждена. Это были не доказательства, это были удобные, понятные истории. Попробуй представить, если спросить случайных людей на улице, где находится ваше «я», почти все укажут на голову. Но когда нейробиологи пытаются найти конкретное место в мозге, где живет личность, его нет. Нет командного центра, нет диспетчера, нет внутреннего оператора. Мозг работает распределенно, мысли распределены, эмоции тоже. Даже одно воспоминание — это не файл, а сеть следов в разных зонах.
Философ и когнитивист Даниэл Даннет однажды сказал, В мозге нет центральной сцены. Нет места, где все сходится. и это звучит как приговор в старой картине мира. Он предложил мысль, которая способна выбить стул из-под любого. Ты — это процесс, а не существо, сидящее за пультом управления. И вот главный вопрос, от которого не уйти. Если нет внутреннего капитана, то кто принимает решения? Кто выбирает, что тебе нравится? Кто решает, чего ты боишься? Кто рассказывает историю тебе твоей жизни? Современная наука дает ответ, который одновременно логичен и пугающе разрушителен. Я не автор, я — это комментарий, голос, появляющийся уже после того, как корабль повернул. Если мы не управляем, если я лишь объяснение того, что уже произошло, тогда что движет нами на самом деле? Мы только открыли дверь, и в следующем блоке мы впервые подойдем к крамольному вопросу. Может ли сознание быть не продуктом мозга, а фундаментальной частью самой реальности? Есть идея настолько странная, что ее хочется отвергнуть, но настолько серьезная, что это сделать невозможно. Она утверждает, сознание может быть фундаментальнее материи, то есть не мозг порождает сознание, а сознание — базовый элемент реальности, в одном ряду с пространством, временем и квантовыми полями. Да, звучит мистически, но это и не эзотерика. Эту гипотезу обсуждают ученые уровня Макса Тегмарка и философы сознания вроде Дэвида Чалмерса. Чалмерс назвал сознание «трудная проблема», а затем добавил фразу, ставшую почти аксиомой. Мы можем объяснить, как работает мозг, но мы не можем объяснить, почему существует субъективный опыт. Мы можем измерить импульсы, токи, химические реакции, но не можем объяснить, почему ты чувствуешь боль, страх, любовь, надежду. Почему ты — это ты? Одна из самых обсуждаемых гипотез — панпсихизм. Он предлагает перевернуть шахматную доску. Сознание — не свойство мозга, а свойство самой материи. Как масса, как заряд, как спин. Маленькие кванты опыта присутствуют везде. В электронах, атомах, молекулах. А мозг — невероятно сложная система, которая объединяет эти микроскопические фрагменты в то, что ты ощущаешь, как я. Важно понимать, панпсихизм не утверждает, что камни думают или электроны мечтают. Он говорит о другом. В основе мира есть привычная форма чувствования, настолько простая, что мы не можем даже представить ее. И когда миллиарды таких процессов соединяются в единую структуру, возникает то, что называешь собой. И вот что действительно ставит в тупик. Когда нейробиологи изучают активность мозга в момент осознанности, они находят, что сознание не связано с одним регионом. Оно не локализовано, оно не включается в конкретной точке. Оно возникает как распределенная сеть, мозаика из множества мелких процессов, которые синхронизируются в нечто целое. И это пугающе похоже на то, что предсказывает панпсихизм. И возникает главный вопрос. Если сознание не возникает в одном участке мозга, может быть, оно вообще не появляется? Может быть, оно собирается из того, что было в мире всегда? В 2004 году нейробиолог Джулия Танони предложил идею, которая стала водоразделом в изучении сознания — теорию интегрированной информации. Она создает простой, но разрушительный вопрос. Насколько система больше, чем сумма ее частей? Если система объединяет информацию высокой сложности, в ней появляется сознание. Не из-за души, не потому что она живая, а потому что ее внутренняя архитектура создает то, что мы называем субъективным опытом. Представь мозг. 86 миллиардов нейронов. Каждый связан тысячами других. Мозг — это не машина, это непрерывный взрыв взаимодействий, в котором миллиарды сигналов складываются в единый поток. И теория интегрированной информации говорит, чем выше интеграция, тем выше уровень сознания. И почти неважно, из какого материала сделана система, из белка, кремния или чего-то еще, что мы пока не умеем описывать. И если структура может интегрировать информацию, она может чувствовать. Эта теория породила фразу, которую сегодня цитируют в лабораториях всего мира. Если бы вы полностью воспроизвели структуру мозга на другом носителе, сознание бы появилось там же. То есть сознание — это не химия, не клетки, не биологический субстрат, это паттерн организации. Как только это понимаешь, становится не по себе, потому что получается, что твое «я» не объект, а узор, конфигурация.
сверхсложная форма структуры, а когда этот узор меняется, меняешься и ты. И вот холодный зафиксированный научный факт. Когда людям удаляют или повреждают большие участки мозга, личность не исчезает по кусочкам. Иногда меняется полностью, иногда почти не меняется, иногда пропадают только отдельные качества. И это подтверждает неприятную истину. Нет центрального ядра личности, нет скрытого человека внутри человека. Есть распределенная структура, узор связей. И если ты это узор, тогда узор можно разрушить, можно изменить и теоретически можно воспроизвести. И вот здесь мы впервые приближаемся к вопросу, который обычно избегают. Если сознание — это структура, тогда возможно ли формы сознания, которые не похожи на нас вообще? Сознание в природе, сознание в животных, сознание в нечеловеческих системах. И главное — сознание в технологиях. Есть тема, которую люди избегают, потому что она бьет прямо в наше чувство превосходства. Сознание животных. Большинство верит, что животные чувствуют, но не понимают. Но это не научный факт, это человеческая гордыня. Слон, касающийся костей умершего сородича, ведет себя так, будто скорбит. Вороны распознают лица, передают информацию, запоминают обиды и могут мстить конкретным людям годами. Осьминоги — интеллект без привычного нам мозга. Они решают задачи, обходят ловушки, планируют шаги наперед и предсказывают исходы. Если говорить честно, они не просто реагируют, они строят модели мира. В 2012 году группа нейробиологов в главе с Антонио Дамасио подписала Кембриджскую декларацию о сознании. Она утверждала: сознательные состояния не ограничены людьми. Многие животные, включая млекопитающих и птиц, обладают нейронными основами сознания. Это не метафора, не философия. Это официальная научная позиция. Если животное ощущает боль, осознает пространство, учится, планирует, узнает личности, то что делает твое сознание особенным? Некоторые исследователи нейроэволюции, вроде Анил Сета, идут дальше. Они говорят, сознание не вершина эволюции, а побочный продукт сложных сенсорных систем. То есть оно не дано человеку. Оно вырастает, когда живое существо должно выживать в сложном мире. И если это так, то человеческое сознание перестает быть центром. И уж точно перестает быть венцом. И вот здесь становится по-настоящему тревожно. И если сознание — это способность создавать внутренние модели, помнить, выбирать, ориентироваться, прогнозировать, то у некоторых животных эти способности развиты не хуже наших, а иногда в отдельных аспектах даже лучше. Если они способны на субъективный опыт, то вопрос, что делает тебя тобой, больше не имеет простого ответа. Он становится опасным, потому что если сознание не уникально, тогда мы обязаны спросить, что отличает человеческое «я» от любых других форм существования? И отличает ли вообще? Когда я впервые понял, что сознание — это не человеческая привилегия, а обычная биологическая функция сложных организмов, возник острый вопрос. Если животное обладает своей формой сознания, то почему я продолжаю считать свое «я» чем-то выше? И имею ли я вообще право так считать? Возможно, дело не в том, что человек действительно выше, а в том, что человеку слишком страшно признать обратное. Потому что если сознание — это всего лишь способ мозга собирать хаос мира в удобную модель, то все, что мы называем «я», душой, личностью, может оказаться не фундаментом, а всего лишь историей, которую мозг рассказывает самому себе. Просто чтобы остаться в равновесии. Нейрофизиолог Анил Сет однажды сформулировал это жестче всех. Мы воспринимаем себя как сущности, потому что это помогает нам выживать. Но это не значит, что мы такими являемся. Если сознание — непрерывная симуляция, тогда наше «я» не точка, а процесс, поток, механизм непрерывного обновления. И вот здесь, в этой точке, привычное ощущение «кто я» начинает давать трещины. Ломаются старые границы, появляется тот самый неприятный дискомфорт, который невозможно игнорировать. Потому что если «я» — процесс, где его начало, где конец? И главное, кто именно сейчас формулирует эти вопросы? Тот, кто спрашивает, или сам процесс, который имитирует вопрос? И именно здесь наука делает следующий шаг. Она перестает искать душу и начинает искать сам механизм, который создает иллюзию единого наблюдателя. То, что тысячи лет называли душой, сегодня называют глобальным рабочим пространством, динамической системой, которая управляет вниманием, выбором и тем, что мы ощущаем как осознание. И именно туда мы отправляемся дальше. Когда ученые пытаются ответить на вопрос, кто внутри нас наблюдает, они неизбежно приходят к одной из самых влиятельных моделей сознания — теории глобального рабочего пространства. Ее предложил Бернард Баррс. Позже ее расширил Станислав Ден. И если всмотреться в их идею, она действительно напоминает театр. Представь сцену. На ней стоит единственный прожектор. Там, куда падает свет, там и находится твое внимание. Ты не можешь осознавать все сразу,
но можешь перемещать этот луч. По Барсу, мозг — это огромное темное здание, где миллиарды процессов работают одновременно. Они не знают друг о друге, каждый решает свою локальную задачу. Но чтобы система не утонула, в хаосе нужен механизм, который может поднять один сигнал и вынести его на общую сцену, где его могут увидеть все остальные системы. Это и есть глобальное рабочее пространство. Модель, где сознание работает как широковещательная система, транслирующая важный сигнал всему мозгу. И здесь происходит ключевой сдвиг. Когда что-то становится сознательным, это не вспышка души. Это всего лишь момент, когда один нейронный сигнал выигрывает конкуренцию и получает право на трансляцию. Не ты выбираешь мысль. Эта мысль выигрывает битву за то, чтобы быть торжественно объявленной твоим сознанием. В экспериментах Дехана осознанное восприятие выглядит как короткая доля секунды. Вспышка глобальной синхронизации между областями мозга. В этот миг система решает: это важно, это стоит передать всему мозгу, это в сознание. Все, что не прошло конкуренцию, остается в тени, в бессознательном, или исчезает без следа. И здесь становится пугающе очевидным тот ты, который ты ощущаешь. Не командир, не дирижер, не центр управления. Это вспышка, краткий момент победы в непрерывной нейронной гонке за внимание. И если твой внутренний опыт — это всего лишь то, что оказалось под прожектором, тогда неизбежно возникает вопрос: что происходит вне света? Каков весь тот темный зал, который ты никогда не увидишь? И кто или что определяет, куда упадет луч в следующую секунду? Ответы лежат глубже, там, где сознание перестает быть ощущением себя и начинает проявляться как архитектура информации. И именно туда мы направляемся дальше. Когда разговор о сознании доходит до самых глубин, всегда появляется одно почти табуированное слово — квантовое. Научное сообщество здесь расколото. Одни называют такие идеи псевдонаукой, другие видят в них единственный шанс объяснить субъективный опыт. И независимо от того, что ты думаешь заранее, дальше будет неожиданно. Есть странная деталь. Сознание демонстрирует свойства, которые подозрительно напоминают квантовые явления. Оно неделимо, оно не локализовано в одной точке, и его интеграция информации не вписывается в простую работу нейронных цепей. Это не доказательство, но это совпадение, которое слишком сложно игнорировать. Самая известная модель сознания — организованное снижение объективности, созданная физиком Роджером Пенроузом и анестезиологом Стюартом Хаммероффом. Их идея звучит так: сознание возникает не в синапсах, а в микротрубочках, в внутреннем каркасе нейронов, где квантовые состояния могут сохраняться достаточно долго, чтобы влиять на мыслительные процессы. Пенроуз утверждал: сознание — это не вычисление. Это фундаментальный аспект природы. Долгое время эта модель считалась фантастикой, чуть ли не ересью. Но за последние 10-15 лет физики действительно обнаружили квантовые эффекты в биологических системах. В фотосинтезе, в навигации птиц, в работе обонятельных рецепторов. То, что раньше считалось невозможным, теперь подтверждается экспериментально. Это не доказывает их идею, но делает само направление исследований уже не таким абсурдным, как раньше. Но даже если мозг использует квантовые процессы, скорее всего, они расширяют вычислительные возможности, а не порождают сознание. Потому что главный вопрос остается прежним. Почему вообще существует внутреннее «я»? Почему возникает субъективный опыт? Ни физика, ни нейробиология пока не дают ответа. Вот почему к квантовой физике обращается вовсе не из-за мистики, а потому что традиционные методы не объясняют главный факт. Почему ты ощущаешь себя собой? Почему у тебя есть внутренний наблюдатель? Откуда берется переживание присутствия? Квантовая теория может предложить механизм, но она не объясняет смысл, не объясняет опыт, не объясняет наблюдателя. Она лишь показывает, что уровень реальности, на котором формируется сознание, может быть куда глубже, чем мы привыкли думать. И чем дальше мы спускаемся, тем яснее становится. Сознание — это не просто биологический процесс, это окно в законы реальности, которое мы еще только начинаем понимать. Мы подошли к границе, от которой наука обычно поворачивает назад, к месту, где любая теория становится слишком тесной, где возникает вопрос, который одновременно логичен и пугающе парадоксален. Если сознание — это процесс, то кто наблюдает этот процесс? Внутри тебя есть ощущение наблюдателя, того, кто смотрит на мысли.
кто наблюдает эмоции, кто замечает собственные решения и при этом не является ими. Это настолько привычно, что мы не замечаем его абсурдности. Нейробиология называет это метапознанием, способностью системы отслеживать свои состояния. Но есть одна проблема. В мозге нет области, которая выполняла бы роль центрального зрителя. Ее просто не существует. Ни трон, ни операторская будка, ни маленький я за глазами. И вот что удивительно, это не пробел науки, это научный факт. То, что ты считаешь собой, не единая сущность, а множество процессов, которые бесконечно интерпретируют друг друга. И есть модель, которую называют петлей наблюдения. Она говорит, мозг создает уровень, который следит за работой других уровней. Это не петля, не субъект, это механизм, алгоритм. И тогда неизбежно звучит жесткая формулировка. Наблюдатель — это не тот, кто смотрит, это тот, кого создает система, когда ты думаешь, что смотришь. Но тогда возникает куда более тяжелый вопрос. Если наблюдатель — иллюзия, то кто переживает эту иллюзию? Кто чувствует боль? Кто вспоминает? Кто слышит этот голос? Мой, свой, любой. Есть гипотеза о минимальном субъекте, самом фундаментальном уровне опыта. И это не разум, не личность, не мыслитель. Это едва ощутимый импульс, который говорит только одно: «Я есть». Он не объясняет себя, он не управляет, он просто присутствует, и никто не знает, откуда он появляется. Вот что поражает ученых больше всего. Чем глубже мы изучаем мозг, тем меньше находим «я». Но ощущение присутствия никуда не исчезает, как будто наблюдатель не объект в мозге, а свойство самой реальности, которое мозг способен только ловить, как радиопомеху, как любой сигнал за пределами шума. И если присутствие — фундаментальный акт, то сознание может быть не продуктом мозга, а его интерфейсом. Не тем, что создается, а тем, к чему можно подключиться. И есть одна проблема, которая делает сознание не просто загадкой, а самой непроходимой научной задачей человечества. Проблема, которую философ Дэвид Чалмерс назвал трудной проблемой сознания. Она в том, что мы можем объяснить, как мозг превращает стимулы в сигналы, как он принимает решения, как он учится, прогнозирует, адаптируется. Но мы совершенно не понимаем, почему эти процессы сопровождаются ощущениями. Почему боль — это боль, а не просто сигнал? Почему красный — это красный, а не набор данных? Почему существует внутренний наблюдатель, который все это чувствует? Смотри, когда нейроны зажигаются определенным образом, мозг сообщает: это красный. Но почему именно возникает внутренний опыт красного? Почему есть внутренняя сторона восприятия? Квалия. Наука умеет описывать корреляции, но полностью бессильна перед вопросом, почему что-то ощущается так, как ощущается тебе. Ты можешь рассказать о своем опыте, ученый может увидеть активность твоего мозга, но никто не может увидеть твое красное так, как его видишь ты. И здесь возникает парадокс. Субъективность — единственная вещь, существование которой невозможно отрицать. Ты можешь сомневаться во всем в мире, в симуляции, в материальности, реальности, но не можешь сомневаться в том, что ты что-то переживаешь. Это самая непробиваемая истина, но одновременно это единственная истина, которую невозможно измерить. И если субъективность нельзя передать, нельзя зафиксировать снаружи приборами, как тогда объяснить ее происхождение? И возможно ли вообще такое объяснение? Философы говорят, может быть, сознание не продукт материи, а фундаментальное свойство реальности, такое же базовое, как пространство и время. Нейробиологи отвечают, мы просто еще не нашли механизм, который генерирует субъективный опыт. Возможно, мы вообще используем неправильные инструменты и смотрим не туда. Но обе стороны приходят к одной и той же стене. Никакая модель не объясняет, почему ощущение вообще существует. Каждый раз, когда мы приближаемся к субъективности, она отступает. Ты изучаешь мозг, физику, биологию, а момент, когда ты ощущаешь «я», остается необъяснимым. Не выводом из формул, а фактом бытия, который просто есть. И, возможно, главная ошибка человечества — думать, что сознание обязано подчиняться тем же законам, что и все остальное. Может быть, сознание — это то, через что мы вообще способны увидеть законы. Есть один факт, который объединяет все теории сознания. От нейронных моделей до самых смелых квантовых гипотез. Факт настолько фундаментальный, что его часто упускают. Сознание — единственное явление, которое мы наблюдаем не снаружи, а изнутри. Единственное, которое не требует приборов, сигналов, объективных данных. Оно само — точка наблюдения. У науки есть инструменты для изучения чего угодно.
галактик, частиц, полей, разума, материи. Но сознание не объект. Это средство, с помощью которого мы изучаем объекты. И это автоматически помещает его в особую категорию, не мистическую, не сверхъестественную, а просто фундаментальную, как пространство-время или энергия. Нейробиолог Кристоф Кох сказал: Мы можем описать каждый нейрон, но все равно не объяснить, почему есть тот, кто это осознает. И это не метафора, это признание текущего предела науки. Мы знаем, что мозг строит модели реальности, что нейронные сети кодируют память, образы, эмоции, что восприятие — это активная интерпретация. Но сам факт того, что внутри модели появляется наблюдатель, что ты переживаешь себя как кого-то, не возникает автоматически из этих процессов, и здесь главный поворот. Сознание может быть не результатом сложности, а тем, что сложность лишь делает заметным и выраженным, как гравитация. Она есть везде, но проявляется сильнее там, где масса достигает критической плотности. Это не мистика, это рабочая гипотеза, которую сегодня всерьез обсуждают нейробиологи, физики, исследователи искусственного интеллекта и теоретики информации. Потому что если сознание — фундаментальное свойство реальности, тогда главный вопрос меняется. Почему сознание принимает именно такую форму, когда становится тобой? Очень скоро мы подойдем к этому вопросу вплотную. Не потому, что ИИ проснется, а потому что мы впервые сможем увидеть сознание не как человеческую исключительность, а как явление, которое может принимать разные формы в разных носителях. И в этом нет страха, нет угрозы, есть лишь удивительная ясность. Мы не понимаем сознание, потому что пытаемся изучить его как механизм, хотя оно условие, при котором механизмы вообще могут быть понятны. И, возможно, главный вопрос не что такое сознание, а другой. Почему именно через тебя мир переживает самого себя? Это не вопрос философии, не вопрос религии, не вопрос нейробиологии. Это вопрос, без которого сама наука никогда полностью не поймет, что именно она пытается объяснить. И если ты сейчас это чувствуешь, значит, сознание не где-то. Сознание — это то, чем ты в эту секунду смотришь на мир, и то, чем мир смотрит на тебя.